Доброго времени суток! В продолжение к предыдущим двум частям мы продолжим продвигаться на восток по северной части России, затронем такие субъекты, как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Красноярский край. Не будем терять времени и отправимся в Хадата-Йоган-Лор, систему озер на Полярном Урале, течение реки Большой Хадаты. Состоит из Большого и Малого озера, соединенных перемычкой длиной около километра. У Малого озера северный берег сильно заболочен из-за обилия ручьев, стекающих с гор. Как и большинство озер в регионе, Малая Хадата-Йоган-Лор имеет небольшую глубину из-за мелкого залегания вечной мерзлоты. Дно в южной части песчаное, в северной части более глубокой каменное. Из восточной конечности озера вытекает река Большая Хадата, принадлежащая бассейну Оби. Здесь расположены домики бывшей метеостанции, ныне заброшенной, от которой вдоль русла Хадаты тянется широкая вездеходная дорога к восточным предгорьям Урала. На территории заказника проводятся работы по реакклиматизации мускусного быка и акклиматизации бизона. Охота категорически запрещена. В бассейне реки Большой Хорбей в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа было открыто месторождение вольфрамо-молибденовых руд. Позже здесь был организован поселок Хорбей и построена горно-обогатительная фабрика. Учитывая труднодоступность местности, добыча и переработка молибденовой руды стала одним из крупных производств на Полярном Урале. В 1955 году месторождение законсервировали, признав его экономически невыгодным. Сейчас поселок заброшен. В 19-20 веках путешественники назвали Ямал ледяной пустыней, но современный же Ямал не только главный топливно-энергетический комплекс страны, но и его и симбиоз с традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов, проживающих на Северной Земле. Столица округа Салехард является единственным в мире городом, находящимся непосредственно на полярном круге. Ближайшая железнодорожная станция Лабытнанги находится в 16 километрах от Салехарда, на противоположном берегу Оби. На Ямал чаще всего едут за северной экзотикой, возможностью пожить в чуме, вдали от цивилизации, увидеть полярные ночи, прокатиться на оленях упряжках. Коренные жители всегда радушно встретят гостей, угощают традиционными блюдами из оленины, рыбы и северных ягод. Любопытно, что на Ямале волшебное свечение неба, северное сияние, даже осенью не редкость. На краю земли сезон с августа по апрель. Нефритовая долина. В 70-х годах добывали нефрит, который дал имя этой местности, а также другие минералы – яшму и жадеит. Сегодня ценных пород камня в долине почти не осталось, однако сюда приезжает много туристов, любоваться северными красотами, находится в 100 километров севернее Салехарда. Десятая часть всей площади округа, около 8 миллионов гектар, является особо охраняемой природной территорией. Одним из редких представителей млекопитающих является овцебык, последний представитель так называемой мамонтовой фауны. На сегодняшний день созданный на острове Большой Бегичев питомник является единственным питомником овцебыков не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире. Ямальский природный заказник является самой большой природоохранной территорией Янама. Удаленность и труднодоступность этих мест делает Ямальский эталоном тундровой зоны. Практически полное отсутствие антропогенного воздействия позволяет природе оставаться в естественном виде. Общая территория более 4 миллионов гектар. Одной из ярчайших находок стал мамонтенок, обнаруженный в 2007 году местными оленеводом в течение реки Юребей. Ученые полагают, что в бассейне реки и сейчас находятся кости древних животных. Помимо Юребея, на территории заказника протекают и другие крупные реки – Ясовая-Яха, Марды-Яха и Нада-Яха. Все они впадают в Карское море, недалеко от архипелага Шараховой кошки. Растительность ямальская соответствует подзоне арктической и типичных тундр. Животный мир достаточно разнообразен. Сибирский лемень, арктическая бурозубка, узкочерепная полевка. Они представляют 50% всех млекопитающих этой территории. На втором же месте по численности здесь хищники, представленные 5 видами. Среди них волк, росомаха, ласка, горностай, писец. Всего здесь проживает 129 видов животных. Достаточно много здесь и млекопитающих. Белый медведь, атлантический морж, северный олень, киты. Заказник находится недалеко от поселка Яр-Сале, откуда и можно начать путь. Верхний Тазовский заповедник площадью 631 тысяча гектар, из которых леса занимают более 80%, расположен на западно-сибирской равнине Янау. Климат района континентальный, с длинной холодной зимой и довольно теплым летом. Амплитуда температур колеблется от минус 49 до плюс 30. Осень длится около месяца. Средняя продолжительность безморозного периода составляет около 3 месяцев. Национальный парк Гыданский
находится на Гыданском полуострове и близлежащих островах Карского моря. Самый северный природоохранный комплекс Западной Сибири, общей площадью 900 тысяч гектар. Среднегодовая температура воздуха минус 10, продолжительность безморозного периода 70 дней. Снежный покров держится около 240 дней. На территории заповедника распространена сплошная мерзлота. Глубина слоя сезонного оттаивания не превышает 1 метра. В результатах научно-исследовательских работ установлено, что в настоящее время на территории национального парка и прилегающей акватории обитает 18 видов млекопитающих, 76 видов птиц, 20 костных рыб. В прибрежных водах водятся белуха, кольчатая нерпа, лахтак. Из редких видов следует отметить касатку. Пресмыкающиеся земноводные на территории национального парка не обитают. Интересное и загадочное место — Ямальский кратер. Округлое углубление на земной поверхности диаметром 20 метров и глубиной более 50, образовавшийся в 2014 году в центральной части полуострова Ямал. Первоначально выдвигалась различные гипотезы его происхождения, от военных испытаний до падения метеорита. Впоследствии, в ходе научных исследований, большинство ученых пришли к мнению, что кратер образовался в результате так называемого газового выброса, подземного взрыва тающих газогидратов с выбросом на поверхность, залегающей выше толщи пород. В сентябре 2018 года группа исследователей выдвинули версию, что это первый обнаруженный на Земле криовулкан. В условиях низких температур вместо расплавленных скальных пород криовулканы извергают воду, аммиак, метан, как в жидком состоянии, так и в газообразном. В земной криолитозоне главным породообразующим веществом является лед. Ранее криовулканы еще не были обнаружены на Земле, но специалисты не исключают, что они могут быть не только в Арктике, но и по всей планете. Еще одно интересное место – Новопортовский мерзлотник, хранилище свежемороженой рыбы в селе Новый Порт, полуостров Ямал. Самое большое в мире сооружение подобного типа, построенное вручную, без применения тяжелой техники. Пещеры, прорубленные в вечной мерзлоте, тянутся более чем на километр. Ледяная шуба не оттаивает даже летом, и температура стабильно в течение года поддерживается на уровне минус 15-17 градусов. Мерзлотник состоит из 200 ледяных пещер, вырубленных в вечной мерзлоте, общей площадью 3000 кубометров. Он ни разу не ремонтировался и не реконструировался, оставшись в первозданном виде. Юганский заповедник, расположенный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в бассейне реки Большой Юган, занимает площадь 650 тысяч гектар. Среднегодовая температура воздуха минус 2. Флора сосудистых растений заповедника относительно бедна по сравнению с флорой Среднетаежного Приокля, в целом, что связано с небольшим разнообразием ландшафта. Видовой состав грибов и водорослей еще не изучен. Из видов, включенных в Красную книгу, в заповеднике найдены лишайник лобария легочная, надбородник безлистный и 2 вида грибов – рогатик пестиковый и ежевик коралловидный. Кедр является одной из основных лесообразующих пород в районе заповедника. Он обладает широкой экологической пластичностью, выносит засух, морозы до минус 60, весеннее затопление и поэтому встречается как на хорошо дренируемых, так и на заболоченных или переувлажненных участках. Из крупных хищных зверей встречается медведь, рысь, росомаха. Травоядные представлены лосем и северным оленем. Из змей только гадюка. Сам путь до заповедника может быть более интересным, чем его сама природа. Доехать до территории самого нельзя, в связи с отсутствием проложенных там дорог. Попасть сюда можно в сопровождении сотрудников заповедника и на их транспорте, моторная лодка либо снегоход, в зависимости от сезона. Доехать самостоятельно необходимо до административного здания заповедника в сельском поселении Угут. На этом я закончу первую часть. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, до встречи.